вами канал «Сад, огород, цветы». Сегодня мой рассказ пойдет о рассаде перца в домашних условиях. Как правильно посеять перец и как за ним ухаживать. Для получения хорошей рассады перца и отличного урожая нужно обеспечить растение несколькими компонентами: плодородным грунтом, светом, водой и теплом. И еще заботой. А вот в каких пропорциях дать рассаде необходимое, я вам сейчас расскажу. Перец относительно теплолюбивая культура, поэтому в умеренных и северных регионах его выращивают преимущественно рассадным способом. В домашних условиях рассаду проще всего вырастить на подоконнике. Там растение получает достаточное количество тепла, света и влаги. Итак, готовим грунт для рассады. Грунт для выращивания рассады перца должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, с достаточным количеством питательных веществ, обладать нейтральной реакцией pH и при этом оставаться влагоемким. В грунте и емкостях не должно быть вредителей и возбудителей болезней. Самый простой и популярный рецепт почвы для рассады можно приготовить следующим образом. Возьмите 2 части огородной земли, 1 часть перегноя или перепревшего навоза, добавьте большую горсть древесной золы и 1 ведро перегноя или навоза. Затем внесите 1 часть торфа и 1 часть опилок или же песка. Огородную землю берите там, где в течение последних 3-4 лет не выращивали посленовые культуры – томат, перец, баклажаны и картофель. Перец весьма чувствителен к уровню кислотности и избытку солей в почве. Оптимальный уровень кислотности 6-6,5. Можно добавить в грунт гидрогель. Для этого замочите мелкие гранулы размером со спичечную головку в воде из расчета 10 граммов на 1 литр воды. Гидрогель поможет перцу дождаться следующего обильного полива. Удачно он справится и с обратной ситуацией. Если вы переборщили с поливом, гранулы задержат избыток влаги про запас. Оптимальная частота полива рассады на гидрогеле 1 раз в 10-20 дней. Готовим семена к посеву. Перед посевом семена нужно протравить в 2% растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 20-25 минут. Затем тщательно промыть их холодной водой и потом замочить на 18-20 часов в растворе циркона. Для этого нужно взять 1 каплю на 300 мл воды или эпина 2 капли на 100 мл воды при температуре 18-22 градуса по Цельсию. Эти профилактические меры помогут избежать вирусных и грибных инфекций. Далее семена должны прорасти. Для ускорения этого процесса погрузите их в питательные растворы Идеал, Альбит, Гуми и некоторые другие. Конечно же, согласно инструкции по использованию. Оптимальный срок посева перца на рассаду – конец февраля, начало марта. Рассада в горшочках. Субстрат готов и нужно его пересыпать в горшочки. Но их тоже нужно выбрать и подготовить. Горшки используются как для единичных, так и для групповых посадок. Учитывая, что на подоконнике нельзя разместить большие горшки, обычно их берут для единичных посадок. Какие же горшки подходят лучше всего для перца? Ну, прежде всего, пластмассовые горшки. Они легкие, довольно прочные и могут быть любой формы. Но если случайно повредить такую емкость, семена придется пересаживать.
Глиняные горшки – это натуральные изделия, которые дают корням дышать и насыщают влагой. Единственный минус у глиняных горшков – корни могут врасти в горшок, что вызовет сложности при пересадке. Торфяные горшки позволяют высадить рассаду в открытый грунт прямо в них. В это же время достаточно сложно сохранить горшки в транспортабельном виде до посадки в грунт, ведь вода размачивает торф. Бумажные стаканчики и полиэтиленовые пакеты. Это одноразовые емкости, которые помогают получить качественную рассаду. Минус полиэтиленовых пакетов в том, что в них корневая система перца почти не дышит. Выбрав горшочек, можно приступить к посеву. Пророщенные семена или проростки длиной 5-8 мм высаживают в горшочки с грунтом и накрывают пленкой или же стеклом. Если температура почвы приближается к 25-27 градусов по Цельсию, то первые всходы появятся на 3-5 день. Рассада в ящиках. Вырастить много большой рассады можно и без горшочков. В этом случае потребуются небольшие ящички. Обычно это пластмассовые емкости глубиной 12-15 сантиметров. Порядок посева семян следующий. Вначале проделайте в грунте бороздки глубиной 1-2 сантиметра на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Высаживайте семена так, чтобы между растениями было 2-3 сантиметра. Накройте ящик пленкой или стеклом и поставьте в теплое место, желательно на солнышко. Увлажняйте почву каждые 1-2 дня при помощи ручного опрыскивателя. Едва появятся всходы, перенесите ящик на 5-7 дней в светлое место с постоянной температурой 16-18 градусов. Как же ухаживать до появления всходов? В первые 2-3 дня от появления всходов устройте рассаде безводную диету. Не поливайте растения, а лишь слегка увлажняйте поверхность при помощи пульверизатора. После появления семидольных листочков начните поливать рассаду теплой водой около 30 градусов. В этот период важно соблюдать баланс, поскольку чрезмерное увлажнение может привести к развитию гнилостных заболеваний, а недостаток влаги вызвать увядание. Не забывайте и о вентиляции растений, но опасайтесь холодных сквозняков из форточки, они могут погубить рассаду. Рассада может ослабеть от недостатка света и тепла. В этом случае полезно обработать ее раствором эпина 2-3 раза с интервалом 8-10 дней. Попутно проведите досвечивание рассады люминесцентными лампами. Обычные лампы в этом случае почти бесполезны, они больше сушат и нагревают воздух. Также негативно влияют на рост рассады и батареи отопления. Для компенсации их влияния нужно устанавливать щиты из фольги, картона или фанеры. Через 2-3 недели проведите подкормку корней гуматом калия 25 мл на 10 литров воды. До образования 5-6 настоящих листьев рассада растет медленно. В этот период закладываются цветочные почки. А вот перед бутонизацией, когда на кусте уже 6-8 настоящих листьев, а также в период цветения наблюдается резкий рост домашней рассады. В это время проведите последнюю ее подкормку. Что же нужно сделать? В 10 литрах воды, конечно же это для большого количества рассады, разведите 2 грамма борной кислоты, до 1 грамма сернокислого железа, 0,2 грамма сернокислой меди, столько же сернокислого цинка
и 1 грамм сернокислого марганца. Под одно растение вносите не более 500 миллилитров. Все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Следуйте данному алгоритму, и вы очень скоро станете обладателем первоклассной рассады. Останется только высадить перец в открытый грунт или теплицу и дождаться богатого урожая.